Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье. Прежде чем сейчас продолжим, есть один момент, который не совсем ясен для меня, и хотел бы его прояснить. Дело в том, что вот те видео, которые сейчас выходят на канале, они совмещенные, вы не могли этого не заметить. То есть половину лица я брею тэшкой, а оставшуюся половину уже в другом видео я брею опаской. Для чего все это? Ребята, я хочу как можно быстрее научиться бриться опаской. Вот просто я хочу, мне это очень интересно. Чтобы всем угодить, ну я понимаю, что всем угодить невозможно, но тем не менее, именно так все это и происходит. К сожалению, на этом фоне стали появляться комментарии: а вот там тэшки пропали из обзора, давай там вот это отдельно, так вот отдельно. Ребят, ну как отдельно? Тэшки никуда не пропали, они всегда идут в первом видео, на пол лица, а во второй половине уже, на оставшуюся половину опаски. Это во-первых. Во-вторых, если полностью все прогонять тэшку, то второе бритье уже будет полностью с опаской. Тогда тэшки будут реже появляться в обзорах, понимаете? То есть тоже как бы не вариант. Есть еще другой вариант, то есть опаску не показывать совсем. То есть вот побрился, к примеру, тэшкой, и подождать там день-два, что-то отросло, и уже когда что-то отросло, спокойно, без камеры, без всего, просто побриться опасочкой, моторику напомнить, набить. Но это тоже так себе вариант, потому что все люди, которые уже хорошо бреются клинковой бритвой, они все хором кричат: Вадим, ты никогда не научишься, если будешь бриться там через раз, надо каждый раз. Я прекрасно их понимаю, потому что, ну, медведь-то на велосипеде как учится? Это ж он, вот, не понедельник, среда, пятница, а каждый день, блин. Куда пожрать? На велик, без велика никак. Куда? В магазин? На велике. Куда? В туалет? На велике. И вот так вот Мишка, и раз, и все. И он понимает, что он без велика нифига сделать не может, и начинает ездить. Так вот, именно поэтому сейчас вот все так происходит, как происходит. Будь ласка, наберитесь терпения. Это процесс не быстрый, это не месяц, не два, не три, возможно даже и не полгода. Если вдруг вы решите, что вас не хватит на полгода вот таких комбинированных видео, то так и скажите. Буду тогда шифроваться и втихушку как-то делать все это. Ну а если вдруг вы такие же упертые, как и я, и у вас вдруг все-таки хватит терпения, и, ну тогда ваше одобрямс, и как было, так и будет. То есть первое видео с тэшкой, а второе с опаской. Разделяю специально, не делаю все в одно видео, дабы те, кому опаска интересна, могли спокойно ее посмотреть. Ну а те, кому она нафиг не нужна, и которые вот тэшка наше все, ну вот, пожалуйста, для вас отдельное видео. Ну, с моей точки зрения, все достаточно продумано и соблюдено. Так что вот, подумайте и скажите ваше мнение, что, как дальше быть. И лично я сам за первый вариант. То есть вот как комбинировал, так и комбинировать. Первое с тэшкой, второе отдельно для себя, это уже с опасочкой. Вы, наверное, давайте на крупный план, смотрите там что да как, а я уже начинаю подготовку, догоняйте. Сегодня побреемся станком из нержавеющей стали, трехсоставным, комбинированным, от знаменитой фирмы Icon, называется который B1 OSS. Все это благодаря Александру Тернавскому. Почему комбинированный? Потому что с одной стороны это закрытый станок, а с другой стороны открытый. Длина станка полностью вся 102 мм, вес его 102 грамма, диаметр ручки 12,3 мм. Общие характеристики геометрические по весу, я бы сказал, для меня комфортные. Ручка выполнена на высочайшем уровне, очень нравится, очень информативно, тактильно приятно воспринимать. Голова. С головой многие не дружат, я имею в виду с головой этого станка. Почему что? Ну, она ввиду своих особенностей накладывает определенные отпечатки. Во-первых, она не шибко-то и агрессивная, скажем так, ближе к мягкому. Во-вторых, благодаря тому, что с одной стороны она открыта, с другой стороны закрыта, некоторые товарищи утверждают, что получается много нюансов. Во-первых, чаще промывать станок. Во-вторых, лезвие тупится не одинаково с разных сторон. И после каждого бритья лезвие нужно не только переворачивать, но и вот так еще переворачивать.
То есть, насколько это соответствует действительности, я не знаю. Чтобы это понять, это нужно на постоянке им побриться хотя бы недельку, 2-3. И я такого себе, конечно же, позволить не могу. Но, тем не менее, раз он мягкий, сегодня, наверное, поставим лезвие жилет платинум и посмотрим, как он нас побреет. За свою бытность я пробовал уже такие станки комбинированные. И лично для меня всегда заканчивалось одним и тем же. То есть я не находил совершенно никакой разницы между тем, какой стороной я бреюсь, что открыто, что закрыто. То есть ощущения у меня были совершенно одинаковые. Как будет в этом случае, я не знаю. Посмотрим. Некоторые рекомендуют вначале пройтись открытой головой, потом переходить на закрытую. Ну, тут, я думаю, это, скажем так, имховое, все зависит от вашей щетины, как вы привыкли и прочего-прочего. Качество станка не позволяет усомниться в кривизне установки лезвия, но, тем не менее, давайте посмотрим на все вылеты. Кстати, у Icon сейчас скидка на них, они его продают по сейлу. Но там черная голова. И тем не менее станок все равно весь из нержавеющей стали, включая голову. Мыло, ребята, у нас сегодня последний образец из тех, которые представил Вячеслав. И называется он «Афганец с русским сердцем». Наконец-то с 3-го раза я умудрился его произнести. Ну, просто мелкие названия, плюс арабская вязь. Так сходу сразу и не прочтешь. Мыло Феномена. Тут практически все то же самое, что мы с вами видели. Твердое мыло, упаковка, все то же самое. Но по запаху это мыло для меня было на 3-м месте. Но это просто нюхать из банки. Как же это будет в работе, как оно откроется в работе, мы с вами совсем скоро узнаем. Ну вот, мыло Феномена. В прошлом обзоре я вас спрашивал, ребята, Феномена прогнали на синтетике, прогнали на кабане. Какой хотите барсучок? Ну вот один человек всего вышел: Вадим, давай что-нибудь с МММ. Вот я старичка, самые первые модели с МММ и решил подцепить. Чем характеризуется? Отличный, хороший узел. Звезд с неба не хватает, и таким себе тоже его не назовешь. Просто это хороший, качественный инструмент. Это если говорить за узел. По форме он меня полностью удовлетворяет. Шарик дает объем, создает хороший. Сильно никогда ничего не хомячил. То есть, ну, как-то мне удавалось все время с ним ладить. В принципе, если у него есть какие-то особенности, то, наверное, как и у всяких барсуков, все-таки, если вы где-то что-то как-то или с мылом, или с водой не доглядели, бывает такое, что эти помазки хомячат. Ну, если он и хомячит, то в том объеме, который меня не расстраивает. Сегодня еще раз его прогоним и за одним проверим на вшивость, на хомячесть. Вот будет он хомячить или нет. Ручка. Это тот самый пунктик, по которому очень часто на эти помазки накидывались и кричали: блин, да она вон там через полгода, через год начинает там вот это, начинает вот то. Ну вот, конечно же, он в работе каждый день не был. Но тем не менее, этому помазку уже достаточно много времени, и он находился в ванной комнате, что само по себе как бы необычная комната, согласитесь. Ну вот так вот выглядит ручка. Каких-то значимых косяков я здесь не вижу вообще. А как она мне раньше нравилась, так и сейчас нравится. Нравится за текстуру, нравится за форму, нравится за эргономику, как его удобно держать в работе. И за все это время, несмотря на то, что были и другие помазки, он мне нравится, не перестал. Так что сегодня вот этот вот помазочек от мужского материка и поможет нам пенку повзбивать, в том числе и на лице. Автошейв, ребята, сегодня Edelstein Ice Автошейв. Интересно, хотя бы даже по цвету, потому что смотрите, как Флойд напоминает. Может быть, это еще один закос под Флойд, может быть, это еще что-то. Но вот этот пробник на канале появился благодаря Дмитрию Дроздову, Санкт-Петербург. Я акцентирую на этом внимание не только потому, что Дмитрий это прислал, но он еще и услугу оказывает, которая очень многим может показаться полезной. Он на своей странице ВК или Авито, где вы с ним свяжетесь, может вам предоставить пробники разных автошейвов европейских, там Италия, Испания, что-то там еще. И если кому-то вдруг это будет интересно,
кто-то думает, что вот нафиг мне целый баллон, я вот педерявочку возьму, попробую, а там уже решу, брать или не брать. Вот сможете спокойно с Дмитрием связаться и поговорить на эту тему. Сколько это, куда это, я вам ничего не скажу. Это вы, собственно, у Дмитрия спрашиваете. Тару в данном случае обсуждать, конечно, смысла нет. Ну, разве что как услугу от Дмитрия. Если он в таких будет присылать, то вполне себе годный, нормальный флакон с контролем первого вскрытия. Но это не Флойд, конечно. Но запах такой интересный. Интересный. Пока больше нравится. Ну, понятно, что это не органика, понятно, что это все химия, и понятно, что, конечно же, это разрешенная химия. За этим, насколько я понимаю, следят строго. А уходовые, ну, проверим во время бритья. Ну, давай, афганец. Посмотрим, кто ты такой. Может быть, сейчас намочим мыло, и оно уже как-то по-другому раскроется. Чуть-чуть хлёпнул водички. Сейчас сделаю эмульсию и на лицо в качестве пришеева. Видно? Понимаете? Вот этот запах, он хоть от ветивер, он для меня на первом месте, потому что он мне нравится. А вот этот, он неплох. Я бы даже его каким-то классическим назвал. Это запах травяного сбора, не путать с кошеной травой. Это какие-то травы, которые вот бабушка собрала, и причем собирала не в Сибири, а где-то, наверное, все-таки туда, поближе на запад. Лесных тут только половина. Что-то еще такое есть. Мяты. Какой-то проблеск, возможно, и есть, но вряд ли. Вряд ли. Что-то, понимаете, что-то травяное, не напрягающее. Вот явно природного происхождения. Вот такой вот здесь есть. Этот запах для бритья я встречал уже не раз. Он уже был. Мне почему-то кажется, что это что-то такое, знаете, которое уже мне попадалось не раз. Я понять не могу, где я это чувствовал, где я это видел. Но тем не менее он не повторяет. Я помню, что он был. Возможно, с другими вариациями. О. А вот сейчас уже травянистая ушла в сторону. Если просто так нюхать, даже что-то от мокрой шерсти маленькое есть. Но не кабанятина, нет, а вот просто такое легкое, приятное. Даже вот здесь вот мокрая шерсть, вот здесь сырой влажный воздух, не спертый, а просто сырой воздух. А вот здесь вот где-то банные дела. Вот я думаю, что где-то вот между банными делами и вот этой крайней позицией, вот где-то в середке, что-то вот такое есть. Его не неприятным не назовешь. Оно необычное. Это не мой фановый. Я просто не знаю, как к нему еще относиться. Но он неплохой, но не мой. Но тем не менее все равно неплохой. Так, ладно, пока там кушает, давайте, наверное, ну что, барсучка загоним. В чашу, скорее всего, не пойдем. Зачем? У нас барсук сегодня от мужского материка. И в принципе-то то, что он себя насобирает, на бритье-то стопудово хватит. Мыло твердое. Отжимать как тузик грелку не буду. Просто так чуть-чуть жамкнул, чтобы лишнее ушло. Видите, вот сейчас держу, вода не капает. И пойдем сейчас каждую волосину зафигачивать. В прошлые выходные с Урмасом очень хорошо поговорили по скайпу. Он там одну идею такую подбросил, очень-очень интересную. И я думаю, что надо как-то отдельное видео на эту тему записать и провести просто тестовый эксперимент, суть которого заключается в следующем, что мы с вами это делаем каждый день, но настолько отдалились в сторону, что в принципе-то и замечать это перестали. Потому что делая пену, изготавливая пену, мы очень часто упираемся, пену для бритья, мы именно в пену-то и упираемся. Нам надо ее побольше, покрасивше, ну, там, определенной консистенции, как нам нравится, у всех она разная. А от сути, которая, в принципе, является-то единственной, мы частенько уходим. А в чем же эта суть?
Так вот, суть в том, что вот это все делая, мы создаем некую массу, которая нам подготовит кожу на лице и позволит хорошо побриться. Качественно, без потерь. То есть увлажняем кожу, удобряем ее, создаем смазку, и чтобы инструмент скользил. И чтобы там еще что-то там осталось, может быть, после этого. А что для этого надо? Ну, дурной вопрос. Ну, конечно, мыло. Но если мыло вот так взять, намазать, что там будет? Да нифига не будет. Значит, нужна вода, правильно? Ну да, вода. Так вот, мы берем воду, берем мыло и начинаем херачить, пока оно сколько пены. А что такое пена? Пена – это то же самое мыло, та же самая вода, но с вкраплениями пузырьков, которые у нас появляются во время самого процесса сбивания, потому что помазок же он туда воздух все-таки внедряет, и мы это все фигачим. Чем больше пены, тем больше пузырьков, правильно? А чем больше пузырьков, тем больше воздуха. А для нас-то что важно? Мыло и вода. Улавливаете мысль? В том смысле, что мы искусственно себя загоняем не в ту сторону. Для нас, вот если по этой теории, для меня, пузырьки – это зло в большом количестве. То есть вот тот необходимый минимум, оптимальный, который нужен для бритья, он, конечно же, там будет, то есть этих пузырьков. Но когда мы начинаем превышать уже этот минимум, все дальше и дальше, и дальше, и дальше фигачить, пока все это растет, о, вот это вот то, что мне надо. Нет. То, что тебе надо, ты прошел еще 10 минут назад. Вот об этом мы с Урмасом говорили. Косвенно это подтверждается, что люди перестали об этом думать тем, что сегодня происходит на рынке. Потому что вот еще сколько там, 4-5 лет назад, когда я только пришел вот во все это, для меня помазок в 20-22 миллиметра он был серединой. Ну, он, в принципе, так принято было, что вот помазок с диаметром узла 20-22 миллиметра – это золотая середина. И каждый раз, когда я обращался, допустим, к мюлям или вот к английской классике, нумерацию помазочков там помните, да? То есть 20 миллиметров, какое обозначение? 22, какое? А 24 это вообще уже extra large. То есть это как бы большой. Так вот на сегодняшний день, на мой взгляд, ну и на Урмаса тоже, англичане и немцы, ну то есть Мюлле, вот они только классики еще придерживаются, потому что они нумерацию размеров помазков-то не изменили нифига. А что делает весь остальной мир? А он фигеет вместе с нами. Посмотрите помазки: 24, 26, 28, 30, 32. Во! А где там старый добрый 20-22 середина золотая? Они уже давно не середина, они давно уже маленькие. Маленькие. Я сам их так стал воспринимать, понимаете? На сегодняшний день для меня хороший помазок это 24-26 миллиметров. Ну куда с добром? Представляете, сколько воздуха я вбиваю в свою пену? Тот необходимый минимум, который мне был бы по кайфу для бритья, я прохожу на раз-два и улетаю далеко-далеко вперед, вбивая туда воздух, получая объемы пены. Как это подтвердить? Но только экспериментально. Вот на эту тему и было бы интересно сделать видео. И, кстати, косвенно еще подтверждает правоту вот этих вот слов, что Урмас закинул в мою башку. Это английская школа. Как много вы у них скатлов видели? Да практически нет. А сколько у них магов вот этих, в которых просто мыло, ванночка с помазком, вот таким отверстием. Это для чего? Это для того, чтобы он размочил помазок, в этой чашечке с мыла набрал сколько ему надо и пошел на лицо наводить то, что надо наводить. Где там гектары пены? Тонны? Нету. Я все время это приписывал к экономности и скупости англичан. А может быть это не так? А может быть это именно из-за того, что они классику делают? Классическое, хорошее, правильное средство для бритья. Вода и мыло с минимумом воздуха. Вот как вы думаете, делать эксперимент на такую тему или нет? Ну, если вдруг делать, тогда уже позиция номер 1 превратится в позицию номер 2. То есть это еще и автошейв, но потом еще инструмент для бритья, а потом еще и лосьон. То есть тут вот есть о чем подумать, есть. Так, заговорил я вам зубы, ну что, компресс? Кстати,
добиваясь больших объемов пены, я порой поступал следующим образом. Я добавлял все больше и больше воды. Естественно, тем самым я разбавлял все больше и больше мыла. Ну и плюс воздух, конечно, тоже. Вот если с этой точки зрения посмотреть, то вот, например, вот как-то вот недавно Олег с «Мужской мир России» сказал, что вот Митчелл, или какой там, Труффит-Хилл, прошу прощения, мыло вполне себе для бритья. Парня там тапками закидали, какое-то мыло, там никакой пены, та-та-там, та-та-там, та-та-там. Вот корреляцию проведите, никакой пены, какое-то мыло. Мы привыкли уже вот к таким облакам. И как только начинает заходить речь, а для чего? Вот, я в ступор вначале впал. И мне потребовалось какое-то время, чтобы вот это вот все как-то переосмыслить, разложить по полочкам и осознать для самого себя. Как вот то, что я сегодня сказал, подействует на вас. Я хз, ребята, я вон уже, ой, извините, вообще уже тапки вижу летят, так что поживем, увидим. Ну, по комментариям все увижу. Итак, по новой теории я сегодня навряд ли помогу, попробую, ну, хотя бы попытаюсь. Я думаю, что это не с кондачка, это надо эксперимент. Допустим, пол-лица так, пол-лица так, пол-лица как привык, пол-лица по новой технологии. Ну вот, а сейчас... Ну вот, просто начнем вбивать на лице. Так, я под опаску хочу сегодня правую сторону пустить. Есть у меня там задумки определенные, поэтому, наверное, сюда и пойдем. За что я люблю вот такого рода барсуки? За ту подушку, диванную подушку. Вот вы садитесь на табуретку, и вы чувствуете, да, вот зад опустил. А вы когда садитесь на упругую подушку, вы же понимаете, что не просто опустил, а там тебе еще что-то сформировало и поддерживает. А вот когда слишком рыхлый, ты и провалился. То есть ты там до талого продавил, а сама подушка у тебя где-то уже здесь болтается. То есть это вот слишком мягкая. А нормальная такая упругая подушка, ты сел и все. Вот нормальная упругая подушка. Вот за это она мне и нравится. Как она на лице работает. Ну, по новой теории, в принципе-то, здесь мыла более чем, влаги не хватает. Так вот сейчас чуть-чуть добавив влаги, без фанатизма, вот это все чуть-чуть разобрать. Пока я это буду делать, пена-то уже работает, она там уже волоски снабжает влагой, там вещества все эти туда вводит, она их приподнимает, ну, естественно, кожу увлажняет, все как положено. А я сейчас водички добавлю, вот еще чуть-чуть только разбавлю, и это было бы как раз то, что уже можно снимать станком. Вот сейчас попробую. Ну и все, ну и что? Можно, конечно, еще помассировать, но для чего? Уже как бы готово все. Так, ну и что? Icon B1 OSS. Начну, наверное, с открытой гребенки. Да, мягкий. Угу. Я тут же перевернул на закрытую сторону. Ребят, вот хоть закидайте тапками, я реально не ощущаю разницы. Но мне, собственно, вот одинаково. Что той стороной. Вот после первого прохода он показал себя так, что я его воспринимаю как очень-очень хорошо, качественно сделанный из нержавейки HD34. Вот прям вот такого уровня. До 89-го он сейчас вот лично для меня не дотягивает совершенно. Ну, ему не хватает явно. Вот такой он мягкий. Но при всем при том он практически хорошо отрабатывает, снимает нормально, вопросов нет. И хорошо. Вот с водой сейчас переборщил.
Ну вот, если я правильно понял, сейчас это пена Александра Тернавского. То есть он ее выводит на такое состояние, что она настолько жидкая, насколько возможно. И если даже чуть-чуть, еще вот капельку децл влаги дашь, она уже стекает. Но сейчас вот это я вот так и воспринимаю. Еще чуть-чуть дай водички, она все, убежит. Ребят, ну он хорошо бреет, вообще реально. Вот по кайфу с этим лезвием, по крайней мере. Ну прям даже интересно. Ну и на третий проход. Хорошо бреет, это я говорил о качестве, в смысле, о самих ощущениях на лице, как он идет. Но вот по пробривке, это далеко не идеал для меня вообще. То есть сейчас вот после 2 проходов здесь столько всего понаставлено. Реально много. Даже мочить ничего не буду. Но вот этот запах мне начинает уже нравиться. Ну, в принципе, неплохо побрил, подбривки в стандартных местах, вот там, где вот это я вот все время, блин, ну я по-другому никак. Вот эти вот 2 места. Сейчас я это быстренько уберу. Ну, я вот чуть-чуть руками поелозил, сколько остается мыла, вы сами видите, то есть по скольжению здесь, ну дофига. Это я к тому, что сейчас еще раз по мазкам туда лезть смысла никакого нет, это очевидно. Ну что, ну все? Все. Ну, с помазком. Ну, как полный был, так и был. Сейчас вот на второе видео с опаской пойдем. Конечно же, его маленечко взбодрю, потому что я тут уже чуть-чуть подрасходовал. Но если бы, допустим, сейчас тэшкой брились, спокойно бы до конца добрились и горя бы никакого не знали. То есть, ну, держит. Те барсуки, которые хомячат, да, они, конечно же, есть. Но в данном случае этот, вот я не вижу, чтобы он хомячил. То есть, ну... Ну, чё тут нахомячен? Да ничего, нормально. Вот. 25, баба ягодка опять, и опять фигачат по барабану. Так что этот у меня не хомяк. Ну что, смываем компрессы автошейф. Хорошо. Дмитрий
маленечко намякивал, что якобы вот этот вот новый испанский, он каким-то боком может то ли заменить, то ли походить на Флойд. Я не уверен, что я его правильно понял. Ну, дабы уже так, чтобы, знаете, решить вопрос на корню, я вам на всякий случай своего вытащил. У меня тут, в принципе-то, хоть еще и немного, но что-то есть. И сколько он уже лет стоит, он что-то мутнеть стал. Раньше он был такой же прозрачный, как этот, а сейчас он уже чуть-чуть мутнеет. Но, с другой стороны, сколько он уже? Ну, года 30 стоит. Так что ему сам Бог велел помутнеть-то. Ну, на качествах, я думаю, что это не отобразилось. Ну, сейчас будем проверять. По станку, в принципе, для себя уже картину составил. Понимание есть. Сейчас быстренько заавтошейвимся. Ну, покажи себя, друг испанец. Да, это Эдельштейн, это испанский автошейв. Ух ты, ё-моё, вот это я налил. Ух. Ух. Я прям чувствую, как тут уходовые между пальцами бегают. Ну, много налил, конечно, да. Жжется. На удивление не сильно. Не могу понять, то ли это недостаточно спиртяжки, то ли станок так бережно прошелся. Мне кажется, все-таки еще и ментол здесь хорошо отрабатывает. Ментол идеален, ребята. Блин. Такую сосульку на хохотальник вешает. Любителям ментола посвящается. Мало того, что он пахнет хорошо, он сейчас вот это вот все мне в такую заморозку забабашил. Такое ощущение, что меня во фризер, в холодильник запихали и куда-то так к льдине. И вот мне там все вот это вот сейчас льдом-то и фигачит. Ой, хорошо. Ну, конечно, это не Флойд, но достаточно неплохо, я вам скажу. Очень даже неплохо. Ну, скажем так, это совсем не Флойд. Но тем людям, кто тоскует по голубенькой, но сейчас ее фиг достанешь. Ну, вполне себе нет. Почему? Не сотвори себе кумира. Нет Флойда, вот это вполне бы себе подошло. Но только с одной оговоркой. Тем, кто любит ментол. Потому что те, кто ментол не любит, ребята, вы тут получите хороший удар. Хороший. Потому что он... Вот, липкость еще не прошла, еще есть. Но я думаю, что скоро уйдет, потому что я тут 3 ведра на себя вылил, ну сразу полфлакона нафиг. Итог. Автошейв из Испании. Эдельштейн. Айс автошейв. На самом деле айс. Причем айс хороший, марочный, выдержанный. Это не что-то там, что он так пымс прижгло и все, и убежал. Нет. Вот сейчас я с вами разговариваю, даже чуть-чуть по глазам начало шарошить. Даже самые руки, там, где он участвовал, тоже охлаждает. Поэтому те, кто не любит, повторюсь еще раз, будь ласка, осторожней. Можете совсем необычное ощущение для себя получить. А вот те, кто любит кулинг, ребята, оно. Причем не такой горлодер, что инеем покрывает, а знаете, так умеренно, так хорошо проходит. И прямо вот сейчас вот, а если еще руками, вот где вот здесь он весь был, я прям чувствую, что сейчас вот куда-то его вытащил, там сквозняком все фигачит. Хорошо, по запаху. Ну да, он голубой такой направленности, но не морской, морского ничего нет. Как, впрочем, и цитрусового тоже не найдете. Здесь что-то... Я вот не пойму. Там говорят, что это собрано на основе натуральных вытяжек, но я не помню таких натуральных продуктов. Может быть, они и есть, я просто не знаю о них. Но запах приятный. Вот 100% приятный. Насколько каждый из вас будет от него фанатеть, это вы узнаете лично сами, когда попробуете. Но то, что он приятный, это точно. По тому массированному удару, который я сейчас получил, не думаю, что шлейф растянется на час-полтора. Скорее всего, где-то в пределах часа-то он и будет. Но приятный, бодрящий,
О, пленка практически прошла, и как она приятно на коже чувствуется. Да, пушистость, бархатистость ощущается. Ну, пока пленка тоже ощущается, но я чувствую, что она с каждым разом все больше и больше уходит. Очень приятно коже, и кожа очень приятно ощущается после этого лосьона. Прям лямур-тужур. Угу, хорошо, хорошо. Отличный, великолепный автошейв, и стоит он недорого, где-то в пределах 8 евро. Поэтому если вдруг каким-то боком вы где-то что-то как-то будете брать и вдруг увидите, о, бутылка свободная валяется, ребята, возьмите, не пожалеете. Потому что автошейв на самом деле интересный. Флойд не заменит, но он сам по себе неплох. Поэтому каких-то больших огорчений вы не получите, а вот что-то новое для себя, да, откроете, потому что автошейв интересный на самом деле. Ну, мне лично он понравился. Оставил бы я себе такой, да, да. И вот когда бы вот эта вот фуфлыжечка кончилась, я бы спокойно взял бы это туда, перелил и спокойно бы пользовался. Завоевал ли он мое сердце? Постучался только. Постучался, но не залез, ножки не свесил, не болтает. То есть вот где-то рядом. То есть вот если бы у меня был такой, я был бы не против. Но если, допустим, вот у меня не получится такого автошейва иметь, да, я бы не застрелился даже. Не. Ну, то есть, вот хорош, однозначно хорош. И, кстати, по тем ссылкам, которые вы видите на видео, если вдруг кому-то интересно попробовать, я оставлю на Дмитрия, на Авито и ВК. Он все это дело может в маленькой таре-то и предоставить. Так что, кому интересно, списывайтесь с Дмитрием, и будет вам счастье. Ну а Дмитрию хочу сказать спасибо. Спасибо, Димыч, за то, что дал возможность пацанам показать, самому попробовать такую штуку. И я теперь вижу, что испанцы-то на месте не сидят, что-то начинают делать. Хоть и не Флойд, но все-таки достаточно достойный, интересный автошейв. В нем приторности нет, в нем свежесть. Вот что хорошо. То, что меня частенько от оранжевых отталкивало, там такой на по шарам. То есть прям до вязкости доходило. Здесь этого нет. Здесь эйфория летучая, что-то вот такое, интересная, хорошая штука. Станок. Годный, отличный, великолепный инструмент, но только для тех людей, которым нужны мягкие станки. Для меня он остается годным, отличным, но не мой. Объясню почему. Слава богу, что у него конструкция такова, чтобы вот довести мою кожу до того состояния, как я привык. Он позволяет скоблиться, и, как видите, без всяких последствий. А будь он такой, что мне приходилось скоблиться, потому что первый, второй, третий проход, а все равно там еще есть чем много, а мне же это убрать надо. Я ж люблю, что прям вообще, как говорят наши друзья, лялечка, дельфинчик. Ну, кто знает, тот понимает. То есть, даже до конца в некоторых местах я не выскоблил. Я это понимаю. Визуально вы этого не увидите. Это я пальцами только могу почувствовать. Это не моя агрессивность. Мне нужно что-то большее. А вот те люди, которым не нужны агрессивные станки, а нужны вот именно такой мягкости, это уровня HD34, вот этого, то, ребята, блин, если такой станок возьмете, да, я думаю, вы с ним на постоянку сможете махать. Вам останется только самому себе объяснить необходимость покупки именно комбинированного. Потому что вот открытая, закрытая голова, да, они здесь есть. Да, это сделано в угоду универсальности. Но для пуркуа мне это вообще никак. Мне что той стороной я бреюсь одинаково. То есть разницы никакой я не чувствую. Хотя номинально она должна быть там, потому что все-таки открытая и закрытая. Ну а по факту я ее не ощущаю. Я вот бреюсь, кручу, хоть так, хоть так, хоть так. И по барабану. Я открытый на третий проход на добривке выхожу, и мне пофигу совершенно. То есть какой-то она есть, но какой-то кардинальный я ее для себя не отметил. То есть вот будь она, допустим, вся закрытая или вся открытая, меня бы это тоже устроило. То есть вот нафига Казибаян, вот это вот я так и не понял. Годный, качественный, хороший инструмент, но он нишевый только для тех, у кого мягкая, в небольшом количестве щетина, которому, в принципе, человеку, которому нужны мягкие станки, который сможет ими бриться. Вот тогда да, это его инструмент. Человеку с обычной, да будет то же самое, что вы в сети можете найти. То есть будете часто крутить, будете не выбриваться, будете елозить по одному и тому же месту, дабы соскрести все это дело. Ну, то есть оно вам надо. То есть нет, для обычного человека, я думаю, что, скорее всего, этот станок не подойдет. Только для тех, кому мягкие.
Ну и, конечно, спасибо Александру Тернавскому за то, что дал возможность показать вам это замечательное изделие. И я специально сегодня его вытащил, потому что скоро уже буду собирать посылку, все то, что Александр прислал, отправлять обратно вместе с автошейвом. Ну а Александр так маленечко обмолвился, что если автошейв попадет ему в руки, то он запилит обзор. А я спорить даже не стал, я только признателен буду, потому что уже несколько человек, вот в том числе и Хасан, тоже наш подписчик, уже сделали обзор достаточно такой серьезный, выложил его в 41-й бригаде в Телеграфе, и в Телеграме, и по полочка там тын-тын-тын-тын-тын. Хасан, прям спасибо за твою самоотверженность, потому что такие фотки там красочные, вот это все забабашил. И если Александр, ну почему значит если? Я знаю, что он может. Если он захочет, он сделает обстоятельный обзор. Вот это было бы для меня важно, потому что чем больше я узнаю отзывов о своем продукте, тем больше я буду понимать то, не то, менять, не менять, дорабатывать, не дорабатывать, как, в какую сторону грести или оставить все как есть. Поэтому вот так. Ну что ж, автошейв, мыло, помазок. Ну за помазок что говорить, о нем уже говорено, рабочая лошадка. Это хороший, отличный барсук, великолепный. Мужскому материку огромное спасибо за то, что никого не слушая стали их выпускать и по сути выпустили нормальное годное изделие. Хоть и хаяли эти ручки, но они до сих пор держатся и до сих пор работают. А вы про них уже и забыли, поди, уже новые ручки какие-нибудь выпускаете, а вот эти все еще работают. Ну а на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. И пускай бритье, кроме радости, никогда вам больше ничего не приносит, потому что бритье этого достойно. Это та сфера, где можно себе эту радость позволить. То есть, и это реально, это не фантазии. То есть найти что-то такое, что на самом деле будет приносить радость. Ну все. Я в закрытую комнату, убирать тут все опасочкой. Кто не с нами, тот отдыхать. Ну а кто с нами, хлопцы, переворачивайте страницу. Ща пойдем фигачить. Я тут новую заточечку забабашил, оцените. Ну, можно, конечно, лучше, но для меня это тоже прогресс. Все. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.